У вас закончилось моющее средство, вы не знаете, как очистить плиту, либо отмыть раковину, либо помыть окна. Сейчас мы сделаем свое собственное средство на основе ингредиентов, которые есть в каждом доме. Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Двойная Порция. Сегодня мы продолжим нашу рубрику «Проверка лайфхаков и хитростей при уборке». Сегодня мы с вами приготовим средство своими руками и протестируем его на наших загрязнениях. Погнали! Для этого нам потребуется обычный 9% уксус. Мы будем делать немножко средства для того, чтобы проверить. Берем 150 мл, эта баночка 170, то есть 150 мл 9% уксуса. В него же добавляем обычную зубную пасту. Не обязательно Colgate, можно что угодно другое. Вот столько. Вот такую вот колбаску. Граммов на 10, наверное. И сюда же всыпем 1,5 столовые ложки соли. Желательно использовать мелкую, но у нас мелкой нет. Будем использовать крупную. Все, и хорошенечко все это перемешиваем, чтобы соль полностью растворилась. Уже на первых порах приготовления данного средства понятно, что запах у этого средства довольно-таки неприятный. Запах смешанного уксуса с мятой дает в нос, и мне конкретно не очень он нравится. Все, средство мы с вами перемешали. И по факту, что мы с вами получили? Получили мы уксус, погашенный, грубо говоря, содой. Потому что в каждой зубной пасте присутствует та или иная сода. Переливаем в распылитель и пробуем. Первое, с чего мы начнем, это плита. И для примера попробуем почистить вот такие вот загрязнения на стеклокерамической плите. Давайте побрызгаем и посмотрим. Добавили и попробуем почистить. И протрем все обычными бумажными полотенцами. И посмотрим, насколько все изменилось. Остались незначительные вот здесь вот какие-то пригарчики. Но сказать, что загрязнения были сильными, не сказать. Здесь, конечно, обычные незначительные загрязнения. И это все хорошо убралось. Следующее, что мы с вами попробуем почистить, это вот такой вот кран. Он весь в жирных каплях, так сказать, весь грязненький. Давайте попробуем побрызгать. С учетом того, что средство на основе уксуса, зубной пасты и соли, я без опасения наношу его на наш кран, не боясь, что что-то может произойти. Как, допустим, от жироудалителя. Может кран потемнеть и так далее. Все, наносим средство и ждем примерно 5 минут. Все, наносим средство на губку дополнительно. И еще раз начинаем все вот так вот протирать и чистить. Средство не пенится, и смывать его будет достаточно легко, я думаю. Но запах, я вам скажу, такой себе. Сильно бьет в нос как уксус, так и мятный аромат от пасты. Смываем. Протираем все бумажными полотенцами, либо обычным полотенцем, если вы не используете бумажные. Мы используем самые дешевые по 16 рублей, вот такие вот рулоны. Самые обычные, грубо говоря, бумаги. Раньше она, по-моему, называлась набережные Челны. Без химии, без средств особых каких-то ядреных и так далее. Мы с вами очистили кран. Не сказать, что он, конечно, прямо блестит чистотой, белизной, но тем не менее он чистый и выглядит все довольно-таки опрятно. И последнее, что мы с вами попробуем почистить, это вот такое вот грязное стекло. Посмотрите. То есть здесь вот, видите, аж прям слой грязи, потому что рядом дорога, и вот все вот такое вот черное, посмотрите. Наносим средство. Много не надо. Пшиков 10-15 достаточно. С учетом того, что пшикает он не очень хорошо. Все, и прямо таки моем. Посмотрите, какая грязнющая тряпка. Все, промываем тряпку и смываем обычной теплой водой. Следом берем рулонное полотенце и окончательно протираем, высушивая наше стекло. Стекло отмылось, но сказать, что прямо идеально все чистое, я не скажу. Куча разводов, куча белесого налета, скорее соды, который содержится в пасте, и от соли. В данном случае средство себя не оправдывает. Проще купить самое дешевое средство для
очистки стекол на изопропиловом спирте, и будет вам счастье. Даже не пытайтесь повторять данный эксперимент с чисткой окон. Во-первых, при нанесении на большую площадь огромное количество запаха выделяется, и он очень неприятный. Во-вторых, эффективность данного метода нулевая. Ну и давайте подведем итоги. Данное средство, конечно, имеет право на жизнь. В случае, если у вас дичайшая аллергия на бытовую химию, и вы не можете пользоваться ничем другим, кроме как, допустим, уксусом, содой и солью, то данное средство, конечно, использовать можно. Если у вас закончилось средство, и вам неохота идти в магазин, и у вас все эти ингредиенты есть дома, вы тоже можете, допустим, приготовить данное средство и что-то им помыть. В любых других случаях целесообразность приготовления данного средства просто нулевая. Если вы живете в отдаленных уголках мира, где есть только обычная зубная паста, соль и уксус, возможно, стоит это приготовить. Вот такой вот интересный тест-обзор сегодня получился. Проверка лайфхака показала, что лайфхак в принципе рабочий, но не сильно эффективный. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. Увидимся уже в следующем видео, где мы протестируем еще что-то интересное, что сэкономит твой бюджет. Пока!